Поехал, блин, по неизвестным тропам. Туристический маршрут, наверное, надо соблюдать. Это нечто, а не граница. Это шедеврально. Просто им приятно с хорошим человеком походить. А чего нет? Приключения, они в Сальвадоре приключения. Проснулся. Как проснулся? Спал я вот в таком месте. Вчера ехал. Этот затяжной подъем. Я даже не понимал, где и как ставить опять палатку. И куча других вопросов было у меня. С водой я, правда, вопрос не решил, но там дальше сейчас будет... О, даже урна есть. Дальше будет поселочек, я там наберу. Вот, и тут заприметил такую беседку. И что самое интересное, ну я спал в спальном мешке, потому что высота уже 5 километров. Комаров тут мошек есть, но мало. Можно спать в спальнике, ну и ночью прохладненько. Палатку не ставил. Розетка. Я вон до сих пор заряжаю всю технику. Самое время почистить зубы. Путешествие путешествием, но гигиена тоже должна быть. Это мы едем, уже подъезжаем почти. Километров 10 осталось. Километров 10, но по времени, я думаю, сейчас хороший, если не больше. До границы с Гондурасом. С Гондурасом. 23 градуса тепла. Сейчас высота 1300 метров над уровнем моря. 18 ноября. Осталось несколько километров до границы с Гондурасом. Они просто здесь говорят Гондурас. Я нашел небольшой такой водопадик. Почему я мокрый? Вот он. И постирался. Вот весь мокрый. Покупался. Весь мокрый. Чистый. Пахнул мылом душистым. Все дела. Пыльная дорога. Шорты мокрые. И поэтому на кожаное седло сейчас садиться не буду. С громкоговорителем говорит, как дела? Круто, поехали. Вот такая здесь, такие маршрутки здесь гоняют. Я там даже очень классно покупался. Там у меня была как купель, как ванна небольшая, не глубокая, до половины голени. Но нормально. Вот, не доехал, тут 20-30 метров до душа. Завтра хочу заехать в город Тегусигальпа. Тегусигальпа, столица Гондураса. Туда обычно люди не едут. Я уже рассказывал, что все едут по американской трассе этой, по низу. Там типа красиво. Но там просто красиво. А здесь люди. Из каких-то родников, ну, которые выше по высоте, по уровню моря, конечно, их дома, делают себе водопровод. И естественным давлением от разницы высот, ну, создается давление, вот такие вот трубы иногда они прорывают, и можно вот увидеть такие фонтанчики. Мало того, что он красиво с радугой, дугой, еще и периодически я в них набираю воду. Ну и проходя здесь, получаешь заряд свежести. Там возле антенн уже граница с Гондурасом. Я не знаю, как у меня там получится денег поменять, поэтому пока у меня здесь есть возможность, решил подкрепиться. Магазин. Спокойно покажем. Ну вот, такой особо, ну что-то выбрал. Вот, а я присел вот здесь. Ага, кстати, кола. Стеклянная бутылка с пластиковой крышкой. 1,25 литров. $1 стоит. Не люблю вообще много этих, ну нечего тут больше есть. Ну, в смысле, я воду сладкую такое. Реально нечего здесь есть. Рано утром, ну как рано, уже 10 утра.
Но они еще ничего не готовят. Ну, маленькая деревушка, тут не готовят. В городах уже готовили. А, вот это стоит 25 центов. 2 километра осталось до границы. Тут так пахнет сосной. Класс. 1,5 километра над уровнем моря. Так, мы продолжаем горный этап. Это, кстати, тот вулкан, возле которого я вчера проезжал. Или позавчера, я уже сбился. И судя по дороге и чистоте, я думаю, граница такая же, как была в Сальвадор из Гватемалы. Так что штамп мне, скорее всего, опять не светит. Ну, посмотрим. Как заехал, так и выехал без штампа. Но это мое такое предчувствие, а там сейчас разберемся. Все, я доехал до границы Сальвадора и Гондурас. Вот, сейчас тут вообще первый паспортный контроль. Por favor. Чтобы понять еще, с какой они страны. Вот там он приехал грузовичок с ребятами. Ну и вот у меня спрашивают, где выездная печать. Я говорю, нету. Ну, он такое спокойствие соблюдает. Сейчас кому-то звонить там будет. Я тоже пока спокойствие соблюдаю. Сохраняю. Короче, из-за того, что у меня нет въездного штампа, я не могу именно на этой границе пройти. Мне надо ехать на другую. Прикольно, прикольно. Счастье и везучесть. Это выглядит вот так. Gracias. Говорит, возвращайся обратно. Блин, я как-то не сильно, ну, конечно, расстроен, но не сильно как-то. Аж хочется как-то вызвать в себе расстройство эмоциональное, блин. Что-то как-то не очень. Чё? Почему, даже не знаю. Может прорваться ночью. В Таиланде у меня похожая ситуация была. И тогда я потом еще с буддистами жил. Повезло. Тоже интересный опыт. На похоронах побывал буддийских. Было весело. Ну, в другой нормальной стране уже бы там, о, нелегал, все дела. А здесь, да, вообще не вопрос. Просто едь туда. Все, я решил, так как я все-таки периодически показываю пример, то не буду делать странные вещи, а попытаюсь разрешить с ними вопрос как-то миролюбиво. Но объясняю, что раз я вообще на птичьих правах и типа не заехал, говорю, давайте выпускайте меня так же. Я типа сейчас я типа с той стороны заехал, поставьте мне въездной штамп. Если они мне поставят въездной штамп, я сразу же здесь и выйду. Ну типа я же официально, но они мне что-то пока тоже кому-то звонят, но не сдаются. Короче, они еще кому-то дозвонились, тот чудак со мной на английском поговорил. Ну вот ощущение, что вроде бы что-то начинает двигаться. Как оно будет дальше, нет. Ну в любом случае вот опять замечаю, что вот, ну, нравится мне их, как они разговаривают. Вот, ну вот молодцы. Как бы не ведутся на мои провокации, но и при этом, ну вот хоть вот держат, просто вот держат эту грань официального положения и уважения к человеку. Ну, вот пока приятно. Ну, я на самом деле готов к любому развитию событий, даже ехать обратно, если честно. Вот, ну, вот как-то спокойно. Единственное, что мне, конечно, в столице, если я сейчас поеду обратно, то в столицу не заеду, а там я уже договорился о встрече. Вначале забронировал гостиницу, потом мне ответил чудак, велопутешественник, который готов меня принять, и у него отправить видеофайлы. У меня опять их много собралось. Если нет, то где-то здесь, там,
сниму гостиницу, посижу 2 дня, поотправляю файлы. 2 развития событий. Меня пропускают вперед, я уезжаю. И это хорошо, потому что мой план сработает. И меня возвращают, второе развитие событий меня возвращает обратно. Тоже хорошо, потому что вперед еще один перевал, а назад почти все время спуск. Так что любое решение для меня хорошее. Короче, вот уже звонок. Сейчас они последний разрешаются. Да, нет. Если нет, то ребята на красном джипе меня сейчас повезут, ну вот хотя бы это бездорожье повезут и завезут в один город, до которого мне будет еще ехать, конечно. Но и на том спасибо. И вот сейчас мне уже дадут ответ. Все, gracias. Так, пацаны хотели мне помочь, но последний звонок разрешил мою ситуацию. Говорит, давай паспорт, и сейчас пойдешь здесь. Какой прекрасный день. И не было радости, да, вот создали мне вопрос. И решили... Создали мне вопрос, потом решили на ровном месте. И я довольный. Прикольно, как можно сделать. Я, правда, потерял уже полдня, полтретьего, а через 3 часа уже темнеет. Да, через 3 часа уже солнце сядет. Не знаю, сколько я сегодня проеду. Ух ты, вот автобус. Кстати, прикольно, с утра все в том направлении ехали, вечером обратно. Сейчас мне поставят штамп, и я уехал в Гондурас. Хотя еще Гондурас надо пройти. Хотя я уже настроился ехать вниз с пацанами. No vai estar, voi? Aqui nós estamos. Nós estamos. Гондурас. Honduras Tam? sí estamos, sí. Ага, aqui. Sí, sí. О, muchas gracias. Bueno, la orden. Mucho gusto. Все, вот мы и разобрались. Они меня отметили, денег никто не взял, никаких $11. Штампы, говорит, тоже никто никакие не поставил. Где там эти? Да, только гватемальские, все. Ну нет, так нет, все, едем дальше, сейчас будем разбираться. Пару часов просидел на границе, хотя она элементарная. Что было? Как мы разрешили вопрос? Что он там вводил у себя на компьютере, я не знаю. И какой у нас вывод? Что надо быть настойчивым. О, вот оно, добро пожаловать. Слушайте, короче, обращаю ваше внимание, кому интересно, посмотрите флаги Гватемалы, Сальвадора и Гондураса. Одинаковые, сине-белые. Единственное, что, конечно, у Никарагуа были вертикально, а у Сальвадора и у Гондураса одинаково. Только внутри тут звездочки, а там были какие-то мачете, еще что-то. Добро пожаловать. Флага нету, флагшток есть, канатик есть. Ну, сейчас будем спрашивать. То розовое, то Гватемала. Я ехал все время вот так вот по северу. Вот здесь я спустился вот сюда. Отсюда хотел проехать вот так, но в последний момент передумал и поехал вот сюда. Даже вот сюда где-то. Нет, сюда. Они мне говорят, возвращайся на эту границу. И сегодня вот этот чудак хотел меня довести вот до сюда. На машине, которая ехал. Я бы тут уже меньше бы проехал. Вот. И у меня стандартный маршрут по Сальвадору снизу. И потом вот так вот приезжаешь и заезжаешь. Блин, я вообще что-то не пойму карту. Гондурас. Ну все правильно, Гондурас. Это они не там нарисовали, это вообще Никарагуа. Вот он, Гондурас. Что обычно маршрут вот так вот идет и в Гондурас, в Никарагуа заезжает. А я сейчас вот так вот поеду. Вот так вот заеду в Тегусигульпа, в столицу. И вот отсюда потом вернусь вниз и вот так уже поеду. Заехали в Гондурас, мы заезжаем. Во-первых, мне написали телефонный код плюс 504. И говорят они Ондурас. Не как мы Гондурас, а Ондурас. Потому что в испанском буква Ачи не читается. Ондурас. Плюс еще надо заплатить $3 въездных. А вот я даю 20, они мне дают сдачи... Я на Тенго? Теперь я ему еще должен дать. Учитесь, ребята, как работает миграционная служба. Мне весь маршрут расписывает. Это где мы находимся. Сколько до следующего поселка. 1600 метров над уровнем моря. Количество населения людей.
Вот в каждом поселке 64 километра, примерно 130, 48, 42 тысячи, 36 тысяч человек, 3 миллиона. Смотрите, как он все знает. Высота над уровнем моря 1100, 1200, 1200, 1600, то, что мы находимся. Нормально? Смотрите, у них есть стенгазета, сами сделали. Острова, вулканы. Смотрите, как напрягаются вообще именно. Молодцы, ребята. Футбол? Тут даже футбол вот играют ребята иногда. Им тут, видно, скучно, нет никого. Он взял камеру и говорит, давайте поснимаю. Гондурас мапа? Yes. Такого сервиса еще нигде никогда не было. Человек камеру взял в свои руки, сейчас держит и говорит, давай ты все расскажешь, я тебя буду просто снимать. Я хотя уже здесь снимал, но человеку надо сделать приятно, что типа он оператор. Вот. Гватемала, си? Гватемала, sí, Сальвадор. Sí. Сальвадор. Хондурас. Honduras. Хондурас. Nicaragua. Никарагуа. Мы вот здесь находимся. И вот так вот. Yes. Тегусигальпа. Tegucigalpa. Aquí. No, luego aquí. Aquí. Y acá. Acá. Yes. Индиан. ¿Sí? Sí. Индеец. Se llama Lempira. Лемпира. Ага, Лемпира. деньги у них называются Sí, лемпирас. Sí, Lempiras. Por él. Это с 500 лемпирас. Lempiras. 24, 1 доллар. Все, супер. Вот так вот сделали мы интервью, показали. Очень гостеприимная, хорошая миграционная служба со всеми подряд. Я, короче, попал куда надо. Надо говорить ему спасибо, забирать камеру и ждать уже сдачи. 500, ¿cómo se llama? Lempiras. Лемпирас поделили на 4 прямо на таможне. Получилось 20 долларов, 21. Вот я сразу на таможне меняю деньги. 21, ¿sí? Ага. Это Лемпидо. Президент? Ese fue un héroe. No presidente. No, президент. Рамон Роса. Ramón Rosa. Рамон Роса. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Все, закончили, уезжаем. Все, официально я в Гондурасе. Я никогда не мог представить и поверить, что я когда-нибудь такое скажу. Я в Гондурасе. Как-то вот не было у меня такого понимания, что я заеду в Гондурас. Как-то смешно звучит на нашем языке. Да, тяжело. Но какой вид у меня в очередной раз на Сальвадор, правда. И пахнет хвоей, сосной. Так классно. Такой в меру подсушенный воздух хвоей. Вопрос у меня остался чисто мой. С Гватемалой. Они что мне не отметили, что я туда выехал. Мне хочется верить, что они работают как Штаты с Мексикой, с Канадой. Что факт въезда в следующую страну как-то передается в предыдущую страну, они там отмечают. Тем более, что Гондурас и Гватемала имеют общую границу. Так что теоретически, даже если через время я сюда заеду и поднимутся такие вопросы, то я думаю, что мои штампы в паспорте гондурасские будут являться доказательством. Вот Сальвадора штамп я не имею в паспорте. Небольшая печаль. Раньше я гнался за штампами в паспорте. Как-то так прикольно. Сейчас мне спасибо, что берегут мои страницы. Я даже иногда прошу, чтобы как-то вот еще аккуратненько там. А лучше даже не ставьте. По тому маршруту, который выбрал я, и специально делаю такую ремарку, потому что есть другой маршрут, где дороги хорошие. Но тот маршрут, который выбрал я, каждый раз въезжаю в новую страну,
У меня нет дороги. Плохая дорога. Интересные маршруты я выбираю. Нет дороги, зато есть истории с людьми. Тегусигульпа. Тегусигульпа. Фи. 18 ноября, вот такое солнце, почти уже садится. Кукуруза редко еще колышется, ветерок по елочкам. Футбольное поле, класс. Идя по Гондурасу на фоне Сальвадора, мимо футбольного поля на высоте 2 километров. И мне нравится вот сейчас очень удачный угол солнца, градус, такие длинные тени. Пацаны, местная шантропа. Ха. Буэна. Так, решил здесь сейчас красивая погода снять с дрона. Тут собрались еще местные. Говорят, Гондурас опасный. Посмотрим. Сейчас посмотрим. Вон стоят, уже смотрят. Ну, пока их мало. Поэтому я такой смелый. Ну что, пролетал я вот при местных. Ух ты, как красиво красочки. Собрались, тут еще местные подъехали, стоят, смотрят. Я спрашиваю, сколько все стоит. Как бы опасно, да, ребята? Я пока такой грамотный, дальше посмотрим, как будет. Но пока я вот себе такие шалости позволяю. Отчаянные, да? Кто-то может сказать. Тем более, это же Гондурас, все за него предупреждали. Ну вот. Я весь такой смелый на камеру, а за камерой такой... Типа срываюсь. Не, на самом деле, я еду, потому что облака начали холод приносить, люди там в куртках. Да, поснимал себе спокойно и уезжаю. Я не говорю, что должен так делать каждый, но я к тому, что опасность страны — это еще очень субъективный момент. Субъективный в смысле от человека конкретного зависит, который находится в этой стране. Buenas tardes. ¿Para dónde va? Yo voy. ¿Ah? GPS va. Yo voy, un momento. El Cerrón. Cerrón. Ah, Cerrón, sí, va bien. El Cerrón, comida. Vamos.
Muchas gracias. Oh, un momento, una foto. Класс! Спросил, опасно ли, спросили, откуда я. Мы просто так остановились, вообще класс, проезжали. Вот есть история у меня. Вот это туман, я понимаю. У меня уже все мокрое, влажное. Ох, ух ты. Вот поворот даже в самый последний момент я вижу, как идет.